Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан поддается ее ревности и любопытству и следует за бараном. Пока Дилан пытается слушать и слышать, он привлекает внимание барана. Затем он решает подойти ближе, потому что ничего не слышит. Пока Дилан пытается услышать, она думает о своих трудностях и снова привлекает внимание барана. Затем он внезапно исчезает, на этот раз он сидит прямо за бараном. Когда Бэрон чувствует запах Дилана, он становится еще более подозрительным. Но даже во время разговора с Шули Ханем он думает о речах и действиях Дилана. После телефонного звонка Харун выходит из магазина и говорит: «Мне нужно кое-что сделать, и если я опоздаю, вы можете закрыть магазин и уйти». Когда баран сказал, что ему очень понравился зимний сад, госпожа Шули сказала: «Моя жена очень очарована этим проектом, и она скоро присоединится к нам». Бэрон теперь уверен, что Дилан сидит позади него. Когда госпожа Шули говорит Гэже Дилан, что этот зимний сад станет большим сюрпризом, баран говорит вслух, что это будет очень-очень большой сюрприз. Затем, когда вы говорите, что вашей жене очень повезло, Бэрон говорит: «Мне очень повезло, все, что я хочу, это сделать ее очень счастливой». Дилан злится на себя и говорит, что я испортила сюрприз, мне нужно уйти отсюда, прежде чем Бэрон увидит меня. Женщина работала со своим мужем. Харун находит гурмана и злится на него. «Тебе не стыдно играть с пропитанием народа?» Он злится, потому что написать 2 предложения о том, чем он кормил людей моего начальника, которые тебе не нравятся, недостаточно. Дилан стоит у дверей ресторана и говорит: «Даже если пол откроется, я смогу войти». К счастью, мы уходим, не попадаясь на глаза твоему отцу, сынок, как раз в тот момент, когда Бэрон подходит сзади и зовет Дилана. Когда Дилан говорит, какое совпадение, Бэрон принуждает его к столу и говорит: «Мы оба знаем, что это не совпадение, мы поговорим об этом дома, а теперь ты садишься за стол со мной». Муж Шули Ханем, господин Элькер, сидит за столом, и Шули представляет его. Когда госпожа Суле говорит: «Я думала, что это будет сюрпризом», Бэрон отвечает: «Да, но я не хотела принимать решение самостоятельно». Он говорит: «Мне очень понравилось, и я хочу узнать мнение жены». Госпожа Шули, я говорил Гану Барану, как ему повезло, он обращает внимание даже на мельчайшие детали и говорит о том, как сделать вас счастливыми. Когда господин Элькер открывает проект и показывает его Дилану, Дилан говорит, что он великолепен, мне он очень понравился. Дилан Бэрон говорит: «Нам пора идти, я немного устал». Когда господин Элькер сказал: «Мы собирались обсудить более подробную информацию», Дилан ответил: «Позвольте мне изучить это дома и сообщить вам». Харун приходит в магазин со вздохом облегчения и говорит, что увидел гурмана и отдал ему все свои силы. Затем, когда я сказал: «Я никогда не видел в мире повара, который готовит так хорошо, как ты, Ясмин», это понравилось, и она улыбнулась. Дилан и баран возвращаются в особняк. Дилан говорит: «Большое спасибо за зимний сад, вы очень хорошо подумали». Бэрон говорит, что я знаю. Когда Дилан спрашивает: «Откуда ты узнал, что я был там?», Бэрон отвечает, почувствовав запах ее духов. Когда Дилан говорит: «Конечно, мне бы хотелось, чтобы я не беспокоил его, когда уходил», Бэрон злится и спрашивает: «Ты действительно сожалеешь об этом?». Когда Дилан понимает, что Бэрон очень зол, она ложится спать со словами: «Я очень устала и ложусь спать, даже не переодевшись». К нему приходит Бэрон и говорит: «Дилан, вставай, поговорим». Ясмин и Харун выходят раздавать еду нуждающимся. Когда я говорю Харуну, что делаю с тобой новое эмоциональное открытие, Харун спрашивает: «Как так?». Ясмин говорит, что такие приятные поступки питают мое желание быть хорошим человеком, я чувствую себя в большей безопасности, когда я с тобой. Харун говорит, что я чувствую то же самое, когда я рядом с тобой, Ясмин, я рад, что ты появилась в моей жизни. Баран Дилан злится еще больше, если он не встает. Дилан говорит: «Я очень хочу спать, поговорим позже».
Когда Берон говорит «нет, мы поговорим сейчас», Дилан встает и спрашивает, о чем мы будем говорить. Когда Берон спрашивает, о чем ты думал, когда пришел туда, Дилан спрашивает, почему ты занимаешься секретными вещами. Берон кричит, в этом смысл сюрприза, потому что Дилан, что ты обо мне думаешь? Я мужчина, который будет распутничать, когда его беременная жена дома. Когда Дилан говорит «нет», Берон спрашивает «почему тогда?», Дилан говорит «я не доверяю себе, я не нравлюсь себе, я не люблю себя, поэтому он думает, как я могу это сказать», и молчит. Когда Берон направляется к двери, он спрашивает «где?». Берон говорит «я иду вниз, не надо спать рядом с человеком, которому ты не доверяешь», выходит из комнаты и идет в кабинет. Он пытается избавиться от гнева, нанося удары влево и вправо. Дилан находится в комнате, грустный и беспомощный, не знающий, что делать. Дилан засыпает на диване и понимает, что Баран снова укрылся и ушел. Берон уснул на диване в своем кабинете. Когда Ферат приходит в комнату, он спрашивает, почему ты здесь спал, брат, ты хочешь поговорить? Тем временем, когда Дилан приходит в комнату, Ферат выходит из комнаты и говорит, «Я собирался позавтракать, так что ты можешь войти без промедления». Дилан хочет поговорить с Бараном, но Баран все еще очень зол. Дилан спрашивает, «Возможно, ты прав, мне не следовало следовать за тобой, разве я не должен был продолжать слишком долго?» и говорит, «Теперь я виновен». Дилан говорит «нет, но это недовольство не должно продолжаться, давайте помиримся сейчас». Берон выходит из комнаты, потому что они ждут завтрака. Дилан следует за тобой, думая, что знает, как завоевать твое сердце. Когда они сидят за столом, ситуация Берона и Дилана привлекает всеобщее внимание. Когда Джихан спрашивает Барана, «Ты приготовил сумку для родов или что-то в этом роде?» Баран строго отвечает, «Все, что необходимо, будет сделано, когда необходимо». Все взгляды прикованы к Берану и Дилану. Берон ничего не трогает, но ставит перед Диланом что-то, чтобы он мог поесть. Гуль и Ферат разговаривают друг с другом и говорят, что на этот раз ситуация плохая. Ферат спрашивает, как и когда он спрашивает, знаете ли вы причину, Гуль вспоминает свои разговоры с Диланом и уходит. Затем он отвергает это как «нет, откуда мне знать». Когда Джевдет и Цеврии радуются, что ребенок немного поспал, они начинают плакать. Ясмин разогревает купленную на завтрак выпечку и приносит ее. Когда Харун говорит «спасибо, оно очень согрелось», Ясмин говорит «я этого не делала, я просто согрела». «Гарун, дорогой мой, я очень рад съесть что-нибудь из твоей руки», — говорит он. Дилан зовет Барана, и как только она собирается заговорить, Баран говорит «Мисс Кизем, принесите наш кофе в кабинет», и идет в кабинет, говоря «Я жду вас, ребята». Ферат немедленно идет к Барану и спрашивает, хотите ли вы поговорить с Диланом о вашей ситуации за столом, есть ли проблемы. Гуль спрашивает Дилана, прогуляемся немного вместе. Когда Гуль спрашивает, что случилось, Дилан обвиняет Гуля в том, что он причинил ему боль. Гуль говорит, какое тебе дело до моих слов, моего ума на себя хватит. Дилан говорит, я заставлю мужа простить меня. Я приготовлю ему его любимый десерт. Они вместе идут на кухню. Когда Баран рассказывает Ферату о том, что произошло, он говорит, что Ферат завидует, мы с этим справимся, они промокают от дождя. Когда Ферат смеется и высмеивает произошедшее, Баран злится на него. На кухне Гуль смеется над действиями Дилана, а Дилан злится на нее. Баран Дилан расстраивается, потому что не доверяет мне. Он спрашивает, я такой ненадежный человек, меня трудно так обвинять, когда я так сильно его люблю и не могу относиться к нему с большим уважением. Дилан говорит Гулю, что Баран думает, что я ему не доверяю, но я доверяю ему больше, чем кому-либо в мире. Когда Гуль спрашивает, в чем проблема, Дилан спрашивает, я совсем не люблю себя в эти дни, меня победили мои гормоны, думаешь, он меня простит? Когда Гуль-Баран говорит, что он никогда не сможет причинить тебе вред, Дилан говорит, дай Бог, Гуль говорит, я не могу вынести, чтобы он расстраивался из-за меня. Харун расстроен, потому что заказ на еду до сих пор не пришел.
Как раз в этот момент приходит гурман. Пока Ферат и Баран сидят в кабинете, приходит Джихан и говорит: «Акиф, комиссар прибыл». Когда приходит Акиф, Баран спрашивает, есть ли какие-нибудь новости о теле Джавахира. Он говорит, что нашли тело его отца Надира Шиханлы, и мы думаем, что это сделал Джавахир. Когда Баран говорит о Джавахире Акифе: «Мы ведем расследование, но я знаю, что вы тоже ведете расследование, я же говорил вам, что он там не выживет». Когда Ферат приходит на кухню, Дилан спрашивает, доступен ли Баран. Когда он узнает, что он есть, он берет десерт, который приготовил для Барана, и идет к нему. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.